Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я буду немногословна. Я хочу вам подать идею для вязания джемпера очень интересным узором. Он перед вами, этот готовый джемпер. Единственное, что узор меня очень вдохновил, а вот сама, так скажем, форма, выбранная автором этой модели, мне не нравится. То есть мне не нравятся вот эти рукава летучая мышь, не нравится конструкция, короче. Я бы по-другому связала. Но зато узор замечательный. Коса с ажуром, с небольшим, очень простая коса, легко очень вяжется, то есть, так скажем, ложная коса. Элементарный узор, который я бы порекомендовала для начинающих мастериц. И сегодня мы будем его вязать. Я думаю, я буду подробно показывать каждый ряд, провязывать вместе с вами, и все у вас получится. Кроме того, существует описание этого джемпера на русском языке, и ссылка будет под видео на это описание. А сейчас давайте посмотрим пряжу, которую я предлагаю. А далее будем вязать узор. Для вязания данного джемпера я предлагаю пряжу турецкую Yarn Art Merino Deluxe 50. Полушерстяная пряжа шикарного состава. Смотрите, метраж в 100 грамм у нас 280 метров, 50% шерсть, 50 акрил. Цвет такой очень красивый, насыщенный, бирюзовый. Колор 597. Как я уже сказала, турецкая пряжа средней такой толщины у нас. Отличной скруточки. Я использовала спицы 3,5. И вот так у нас выглядит наш узор, который мы будем сегодня с вами вязать. Шикарный, простой, очень простой узор. Не сложный вообще, в принципе, в исполнении. И можно его рекомендовать начинающим мастерицам. Заодно освоите, как вязать вот эти красивые жгуты. То есть у нас получается ажурная коса в обрамлении рельефных жгутов. Собственно говоря, вот так выглядит узор. Схема узора выглядит вот таким образом. Смотрите, у нас здесь можно условно разделить ее на две части, этот узор. Правая часть – это ажурная часть, левая часть – это часть жгутов. То есть здесь будет жгут на 4 петлях. Правая часть у нас ажурная часть, вот она из 10 петель состоит, и 2 изнаночные идут. Мы с вами свяжем, значит, этот узор, и, в принципе, вертикальная черточка у нас с вами лицевая, горизонтальная черточка – это изнаночная петля, вот этот знак, галочка вверх с цифрой 2 наверху, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Вот такая подковка – это накид, собственно говоря, вот такой знак перекрещивания. Перекрещиваем 5 петель направо, здесь перекрещиваем 4 петли направо. Мы с вами это все свяжем. Выкройка, которая предлагает нам автор, это летучая мышь, и она мне не совсем импонирует, но всем, кому приятен такой вариант, такой фасон, такая модель, будет описание выложено под видео, будет ссылка на это видео в моем профиле в Одноклассниках. А сейчас приступаем к вязанию узора. Сегодня мы будем с вами вязать вот такой узор. Здесь у нас с вами идет жгут и идет коса с ажурными такими дырочками. То есть как бы он состоит из двух частей, этот узор. Я добавил для симметрии 4 петли слева. Так у нас на схеме жгут вот здесь идет в левой части и составляет 4 петли. Вот. И, собственно, сама вот эта ажурная коса составляет 10 петель у нас. Но у нас еще идут разделительные 2 изнаночные. И здесь тоже 2 изнаночные разделительные. Для симметрии я добавила еще справа такой же жгут, как и слева, чтобы узор смотрелся более гармонично. Итак, для того, чтобы вязать узор,
Вот эти вот моменты надо было обязательно мне пояснить. Кроме того, обратите внимание, что у нас коса ажурная имеет раппорт 14 рядов, а жгут имеет раппорт 4 ряда, причем эти раппорты между собой не согласуются. То есть этот живет своей жизнью, узор, жгут, ажурная коса живет своей жизнью. Следить надо будет за раппортом ажурной косы отдельно и за бортом жгута отдельно. Для вязания образца я набрала 24 петли. Смотрите, раппорт узора составляет у нас 18 петель, 2 петли для 2 кромочные мы берем, прибавляем, и плюс 4 петли я сделала для симметрии. Вот этот жгут на 4 петлях для симметрии я добавляю вот сюда справа. Итак, мы сейчас и будем вязать. Еще раз подчеркиваю, значит, 10 петель у нас идет наша ажурная часть, жгут 4 петли, и между ними идут 2 изнаночные. И справа, и слева, то есть разделительные. Вяжем первый ряд узора. Как я сказала, первые 4 петли у нас добавлены жгут для симметрии. Снимаем кромочную и вяжем с вами 4 лицевые. Это наш жгут. 1, 2, 3, 4. Дальше идут 2 изнаночные, разделительные и ажурная часть на 10 петлях. Все 10 петель вяжем лицевыми в первом ряду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дальше идут разделительные 2 изнаночные и жгут на 4 петлях. Тоже 4 лицевые вяжем. 1, 2, 3, 4. Кромочную вяжем изнаночной. Первый ряд узора связан. И переворачиваем. Все четные ряды у нас являются изнаночными, и мы их вяжем, как смотрят петли. Вяжем третий ряд узора. Сейчас у нас с вами будет жгутик для симметрии, который был на 4 петлях, и будем делать в нем перекрещивание. Кромочную сняли, 4 петли перекрещиваем направо. Я для этого снимаю 4 петли на правую спицу. Смотрите. Первые 2 петли у нас сейчас будут за работой. Можете воспользоваться дополнительной спицей, кто как привык вязать жгуты. Я вяжу без дополнительной спицы, мне так привычно. И покажу, как я это делаю, свою технику. Да? То есть я левой спицей аккуратно сзади беру эти 2 петли, которые должны быть сзади. Высвобождаю следующие 2 петли, то есть вытягиваю спицу правую. И уже спереди этой правой спицы возвращаю на левую 2 петли. Все, перекрестили 4 петли направо. И все 4 вяжем лицевыми. Жгут связали, затем идут разделительные 2 изнаночные. То есть начался у нас, собственно говоря, наш раппорт. Дальше идут 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь внимание, сейчас будем 5 оставшихся петель, значит, перекрещивать направо. Для этого я 5 петель снимаю на правую спицу. И у нас будут первые 2 петли за работой, следующие 3 петли перед работой. Смотрите, первые 2 петли я с помощью левой спицы сзади подхватываю, высвобождаю 3 петли, которые перед работой должны быть, и с помощью правой спицы аккуратно возвращаю их на левую спицу. Перекрестили 5 петель направо. И все 5 вяжу лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше идут разделительные 2 изнаночные и наш жгут на 4 петлях. Как мы уже вязали, 4 петли
Будем перекрещивать сейчас направо. Для этого мы 4 петли снимаем на правую спицу. Первые 2 петли за работой, следующие 2 петли перед работой. Поменяли их местами, перекрестили. И все 4 провязали лицевыми. Кромочная у нас изнаночная. Все, раппорт связан. В третьем ряду переворачиваем все четные ряды, вяжем, как смотрят петли. Вяжем 5-й ряд узора следующим образом. Значит, у нас первая петля кромочная и 4 петли мы добавляли для симметрии. В этом ряду у нас жгут будет просто 4 лицевые вязаться. Начинаем вязать раппорт узора. 2 изнаночные. Дальше идут 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 2 вместе лицевой с наклоном вправо вяжем. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4 и накид. Дальше 2 изнаночные. Продолжаем жгут наш. И в жгуте у нас сейчас будут с вами просто 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Раппорт связан. 5-го ряда кромочную вяжем изнаночной. Переворачиваем наше вязание. И 6-й ряд вяжем, как смотрят петли. 7-й ряд схемы вяжем. Итак, первая петля у нас кромочная, мы ее сняли, да? Затем 4 петли у нас для симметрии жгут. Здесь делается перекрещивание в этом ряду. Мы меняем местами петельки, перекрещиваем 4 петли направо. Как я уже показывала, первые 2 петли у нас за работой, следующие 2 петли перед работой. Меняем их местами, вяжем 4 лицевые. И начинается раппорт узора. 2 изнаночные, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, накид, лицевая, 2 изнаночные. И жгут у нас 4 петли перекрещиваем направо. 4 петли снимаем на правую спицу. Первые 2 за работой, следующие 2 перед работой. Поменяли их местами и провязали как 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Кромочная, изнаночная. Связали 7-й ряд раппорта узора. Переворачиваем 8-й ряд, вяжем, как смотрят петли. Накиды вяжем изнаночными. У нас с вами 9-й ряд узора. Вяжем кромочную, снимаем. 4 петли у нас для симметрии, это жгут. Мы вяжем просто 4 лицевые в этом ряду. Начинаем раппорт узора. 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, делаем накид, 2 лицевые, 1, 2, 2 изнаночные, и в жгутике у нас 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, кромочную вяжем изнаночной. 9-й ряд связали раппорта, переворачиваем. 10-й ряд вяжем, как смотрят петли. 11-й ряд у нас узора. Вяжем, первую петлю снимаем, 4 петли в жгуте у нас для симметрии перекрещивания в этом ряду. Мы будем перекрещивать 4 петли направо и меняем их местами. Первые 2 петли за работой, следующие 2 перед работой. Перекрестили, провязали как 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Дальше начинается раппорт. 2 изнаночные,
затем лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 4 лицевые, делаем накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, связали, дальше идут 2 изнаночные и 4 петли перекрещиваем направо, сняли 4 петли, первые 2 за работой, следующие 2 перед работой, поменяли их местами, перекрестили и связали 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, кромочная, изнаночная. Переворачиваем наше вязание, и у нас с вами 12 ряд, вяжем, как смотрят петли. 13 ряд узора вяжем. Первую кромочную сняли, 4 лицевые для симметрии, вяжем раппорт узора, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, делаем накид и еще 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, 2 изнаночные, в жгуте 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, кромочную вяжем изнаночной. Связали с вами 13 ряд. Переворачиваем, и у нас 14 ряд мы вяжем, как смотрят петли.